Надо всегда начинать с основ. Я вот всегда имею точку опоры и считаю, что точка опоры должна быть в нашей реальности. Откуда ты можешь знать про что-либо, если ты там не находишься, не видишь, не знаешь и так далее? То есть это можно только предполагать. А видим мы по факту то, что мы есть физические существа в физическом мире. То есть это все, это факт. То есть в этом физическом мире наша форма выражения себя — это тело и все физические процессы. То есть в любом случае, вот это вот основа основ нужно понимать. Поэтому только опираясь исключительно даже вот на этот вот первый момент, уже можно понимать, что без этого мы никуда дальше не едем. То есть всех сразу можно послать нахер, потому что они уже ошибаются автоматически. Потому что вот она штука, здесь проявленная, здесь и сейчас, и как можно это игнорировать и идти какие-то следующие уровни. Это же так логично, согласись, да? Первый момент. Все, получили эту базу. Второй момент. Мы физические существа, которые называются люди, и мы организованы в иерархию, которая называется социум. Правильно? Мы же не сами по себе просто где-то в космосе лежим или сами как хотим, то и делаем. Мы находимся в рамках так называемого социума. Все, то есть с этим невозможно не считаться. И социум — это первая ступень нашего выражения себя как физических существ. То есть мы в любом случае соприкасаемся каждый день, вне зависимости от своего уровня тупости или развития, мы живем в социуме. То есть, соответственно, уровень нашего возвышения и нашего вот этого разматывания клубка должен идти непосредственно от того, что я физическое существо в физическом мире. Далее, следующая ступень, я физическое существо, называющее себя человек, которое соприкасается с другими людьми в социуме. То есть также вот и развитие, и возвышение человека должно идти через эти ступени. Именно поэтому, допустим, у нас все так и работает, что создатель один — это именно первая штука, направленная на снятие зажимов. Зажимы что такое? Простыми словами. Это внутренняя свобода взаимодействия в социуме. Зажимы убирают те блокады, кривые посредники, которые от твоего внутреннего мира, от твоего физического тела, в социум. То есть ты человек, физическое тело, физическая единица, и ты хочешь себя как-то проявить в социуме. Вот зажимы — это те самые блокады, это те фильтра, которые мешают, которые искривляют. То есть, условно говоря, ты хочешь сказать одно, а потому что тебе стыдно или страшно, или неловко, или что тебя не поймут, или ты хочешь казаться лучше или хуже, или как-то хочешь, как проеб в голове у тебя какой-то. И ты из-за этого меняешь свои слова, поведение, действия в социуме. И таким образом вообще с другим являешься человеком. Ты хочешь подменить свою истинную суть, то, кто ты есть, то, как тебя хотят воспринимать люди, ты это хочешь по-другому. И то есть тебе кажется, что было бы классно, если бы они тебя воспринимали вот так, и ты подстраиваешься под этот кубик Рубика. А на самом деле это критическая ошибка, потому что нам всегда, особенно зажимному человеку, всегда нравятся другие люди, и никогда не нравится он сам. Из-за этого получается такой прогон, что кто-то возвышается, становится идолами, кумирами, у них миллионы последователей, а кто-то такое серое говно, что на него даже никто не взглянет, потому что у этого серого говна нет самого главного, отличающего его от этого кумира, от того, что у него нет себя, он просто никто. И это вне зависимости от того, что у него нет талантов или он он просто серый, он просто не выражает себя никак, у него нету себя, потому что его забрали зажимы полностью, потому что всегда этот серый человек, он всегда будет в подавленных условиях расти, в подавленных всякое это все. Короче, не будем глубоко в зажимы идти. Дальше идем. То есть люди почему-то считают, что Александр Российский — это про зажимы, Александр Российский — это про зажимы, и на этом все, конец. Все, я познал зажимы, я снял зажимы, мне больше в этом мире ничего не надо. Но это же бред полный. Я говорю всегда, что без зажимов я с вами разговаривать не собираюсь. Без зажимов ты моим другом быть не можешь. Как, если ты не настоящий? О чем мы с тобой будем разговаривать, когда сейчас в тебе идет солянка того, что в тебя накидано? И ты даже такой можешь сказать: да нет, какой я проработал, я это все в глубину пошел. Какую глубину, если мы физические существа в физическом мире, и ты все это получаешь в итоге от физического тела? Да ты хоть трижды, вот сейчас мы пойдем дальше в глубинные уровни, ты хоть трижды проработай более глубинные уровни, ничего не изменится по той причине, что оно все равно в финальном этапе перейдет к твоему физическому телу, и оттуда ты получишь кривой импульс. В любом случае. А мы в итоге поступаем, к нам приходят мысли, мы делаем выводы и так далее, в любом случае, в конечном сути своей, конечной цепи, от импульса. Что это означает? Это означает, что если ты не снял эти импульсы, с тобой говорит бесполезно, ты сейчас неадекватно, невменяемый, как пьяный. Но если ты снял импульсы, ты не стал великим человеком, по той причине, что ты просто стал чистым человеком, у тебя нет искривлений. А что теперь будет приходить, собственно говоря? Если дальше, то, что в глубинных уровнях, куда мы сейчас дальше идем. То есть следующий уровень после вот этого социального, который мы идем, физическое тело, потом мы идем социальный уровень, потом то, что делает Создатель 2. А что делает Создатель 2 и вообще что там было заложено, и почему, и как, и с чем он работает?
Ну вот смотри, допустим, объясняю, опять же, на примере обычного человека, которым, допустим, кто ты, кто я, кто все мы. То есть вот мы были этими маленькими физическими телами в этом социуме. 30 лет себя не имели. Ну, то есть жили, в принципе, в воображаемом мире, в котором вот это все навязаны были ценности, предпочтения, желания. Ты ничего не выбирал, ни друзей, ни людей, ни, блядь, ну, как соседа не выбирал, так и друга не выбирал. Просто в одном дворе с ним познакомился, подружился. Все это как бы пошло вот так вот. Ничего не выбирал, все как бы как получилось в твоей жизни. Любишь футбол? Нет, это ты не любишь футбол, а просто ты жил в месте, где играют в футбол, был бы в другом месте, играл бы в баскетбол. Короче, ты ничего не выбирал еще, все. И вот, ну, насквозь была такая вот искусственная фальшивая капсула, социальная капсула, потому что в социуме, да, от социума 100%, ну, там 99%, от тебя единичка. А теперь, когда ты снял зажимы, то, получается, от социума у тебя сильно упал уровень, потому что зажимы это вот это и есть привязка, манипуляции и так далее. То есть теперь, допустим, у тебя от социума 30%, а от себя 70% получается. А что от себя 70%, если ты пустой? Если ты всю жизнь жил просто по предпочтениям вот того, как бы ты жил в рабской парадигме, в рабском выборе, вот все, с тобой ничего не происходило. То есть ты ничего не выбирал, ты не знал, ты не умел, ты даже и не знал. Вот, например, как, прикинь, ты из бедной семьи, допустим, а существуют семьи где-нибудь там в Британии, у которых поместья, графство и так далее. Так ты же не знаешь о той жизни ничего, ты не знаешь, как там себя вести, как там живут и так далее. Вот равносильно ты точно так же не знаешь, что значит быть свободным человеком, как себя ведет свободно, как человек свободный просто в банальных ситуациях поступает. Когда там ему что-то сказали, когда ему кто-то нравится, когда ему кто-то не нравится, когда родители пытаются манипулировать, вообще нужны ли эти родители, то есть нужны ли эти друзья, как, кто нужен, в каких ситуациях, что. Вот эта вся глубина надстроек, как вести себя свободным человеком. Это один из жирных базисов создателя 2. То есть что и для чего он. То есть вы понять не можете, что как бы вы, да, я такой, я беззажимный. Так беззажимный это значит чистый. Беззажимный это значит просто не искривленный, без тараканов. Ты, конечно, можешь дальше наполнять, чем ты посчитаешь нужным это все. Но как бы таким образом, получается, это что-то типа аналогично того, что ты можешь купить компьютер и не устанавливать Windows, потому что посчитать нужным, что ты и сам можешь что-то создать, какую-то там операционную систему и сидеть там программировать, да? Но как бы люди-то умные создали, те, которые эти же знания тебе и дали, это дальше продолжение логического пути. Если ты как бы логически взял у меня эту первую ступень, и ты типа понял, как это работает, ты понял, насколько это сильно дает, а я же этот путь до тебя проходил, и, соответственно, я как бы проходил и дальше, так как я это все опережаю людей на лет 7-8, ну, чисто логически по временному таймингу. И, соответственно, я опережаю людей вот на эти там 8 лет условно, с которых я начал раньше, чем они это делать, потому что до меня этого не существовало. То есть я дал эти знания, соответственно, никто не мог делать это раньше меня. Так как я это делал первый, соответственно, у меня есть этот гандикап в 7-8 лет, с которых я это все и работал. Поэтому я как бы прекрасно знаю, с чем дальше сталкивается человек. Ну, это аналогично компьютерной игре. Ты получил диск с игрой в июле, а я в июне. И я уже прошел эти уровни, я знаю, я могу объяснить, где там босс за поворотом, где купить посох, где еще что-то. Вот эти все вещи просто потому, что я раньше в эту игру начал играть. Это даже не то, что я там какой-то гуру или там только слушайте меня. Нет, да ты просто в любом случае столкнешься. Потому что состояние, допустим, снятых зажимов, это как бы такое типичное, достаточно шаблонное состояние, которое характеризует и проявляется у людей, у всех одинаково. То есть есть фазы беззажимности. То есть на первой фазе тебе сносит колпак, и ты такой хочешь всем кричать: ребята, это оно, вот же оно, посмотрите. Тебя посылают все нахер, игнорируют. Через несколько месяцев приходит смирение, что они как бараны, бесполезно, и я буду жить свою жизнь. Потом ты начинаешь жить свою жизнь. Через некоторое время ты начинаешь сталкиваться с тем, что, оказывается, есть какие-то проблемы. Проблемы в том, что тебе не с кем поделиться, что они тебя не понимают, что ты как бы в разной парадигме живешь. Потом со временем ты приходишь к этому как бы со смирением и понимаешь, что да, вы просто на разных уровнях, и тебе нужно вообще похер на всех, ты идешь вверх сам. У тебя как бы есть творец и миссия. И ты идешь туда вверх и оставляешь людей внизу. То есть вот этот примерно такой шаблон пути, который занимает около года развития. Вот у любого человека, кто снимал зажимы, спроси, если вот он успешный, сбалансированный, если он идет вверх, он проходил вот этот вот путь. Однозначно. То есть если ты будешь сопротивляться этому пути, это только приведет к какому-то депрессивным состояниям. То есть ты, например, будешь врать себе, держаться за старое, держаться за старых людей, то, наоборот, беззажимность тебе будет
мучить, потому что она тебе будет говорить, так не бывает, потому что она тебе будет как бы говорить вот так вот, а ты будешь иначе делать, и в итоге ты будешь страдать от этого. В любом случае, потому что правда, она одна. То есть все, надо идти вперед. Не идешь вперед, будешь страдать. И если ты раньше себе врал и мог успешно врать, то сейчас не получится врать и будешь страдать. И рано или поздно ты все равно как бы это все примешь и пойдешь вверх. Все, ты как бы, получается, принял и хочешь идти вверх. Куда идти? Ты не понимаешь. Какие действия делать, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, в принципе, мы прошли на Создатель 1, она называется, типа, снять зажимы, да, то есть, логика Создателя 1 снять зажимы. Зажимы ты снял, но мы же там не говорили специально ни о чем другом, кроме как о социальных вещах. То есть, как вот зайти в помещение и вот быть свободным, как себя ведет свободный человек, да, как он проявляется, да. То есть, как вот эта вот осаночка, все дела, да. Инстинкт власти, сексуальности, да. А вот кто ты такой вообще? Кто ты, тонкокожий, толстокожий? Да, вроде бы какие-то там чуть информацию люди понимают, кто такой тонкокожий. А где мы находимся? То есть, что это как бы за мир? А в чем смысл как бы этой игры? А куда, где? А вот как бы как это все, наша вот эта вот психика соприкасается с нашим телом? И как, получается, образуются такие проблемы, которые в современном мире называют психосоматикой, но только их через шизу прогоняют, да? Что такое магия и существует ли она? И как бы является ли она каким-то весомым этапом в нашем мире? Или типа это все полностью бред? Можно ли как-то это использовать? На каких правилах это все работает? Плюс все так называемые нами эмоции, чувства, то есть обида, ревность, злость, то есть программный набор. То есть вот когда ты компьютер покупаешь, ты должен установить Windows, а потом еще установить драйвера определенные, чтобы правильно работали колонки, наушники, вот это вот все. Соответственно, когда ты это делаешь, ты уже, получается, беззажимный после создателя, и плюс ты уже как бы получив вот это все понимание, где ты, кто ты, зачем ты, еще и получаешь набор в виде ревности, жадности, вот этих вот всех там проявлений человеческого характера, проявления человеческого бытия, проявления людей в социуме, то есть где, почему. И когда ты настолько получаешь подробную картину, именно не просто вот зависть это когда у тебя есть девушка, и вот она что-то это, и ты из этого... Нет, глубже, сильно глубже, на 3 этажа глубже, и ты понимаешь истинные вообще моменты, мотивы, откуда генерируется это все. И дальше ты уже не можешь стать как бы жертвой этого всего, потому что ты вскрыл этот гнойник полностью. То есть, типа, зависть это не просто как бы чувство, а оно базируется на этом, и ты идешь туда вглубь, и в итоге ты как бы все, тебя отпускает автоматически. Ты как бы уже не можешь дальше больше быть завистливым человеком, потому что перепрошивка происходит. Вот эта задача, скажем так, психологическая сторона человека. То есть вот была, получается, физическая единица, потом физическая единица в социуме, потом вот эта вот психологическая сторона взаимодействия вот этого всего. То есть, в принципе, можно это подвести в каком-то смысле к глубинной психике, глубинной психологии, то есть глубинной своей начинки. Вот где я нахожусь вот тут, вот такая вот у меня сущность. То есть ты четко начинаешь понимать, где твое, где не твое, где характер, где ты, куда тебя тянет предназначение. То есть вот это вот все поле полностью закрывается. Но на этом не заканчивается все. Дальше идет следующая вот такая ступень, которую я только познаю и постигаю, о которой еще даже нету никакого, у меня нету в достаточной степени еще материала, чтобы прям из этого сделать готовую программу. Но у меня уже есть четкие понимания, размышления, и я хочу вот этим вот сейчас с вами делиться, потому что есть что сказать. То есть следующая ступень, она называется дух. То есть 3-я ступень — это дух. И вот сейчас я хочу в живом формате, в живом времени размышлять, говорить, какие у меня есть уже наработки, исходя из концепции другого взгляда на человека, из всего вот этого опыта жизненного, из всех вот пройденных этапов и так далее. То есть дух, это слово дух, оно имеет один корень со словом душа. То есть это в любом случае что-то уже очень близкое туда, к душе. А душа — это очень близкое уже к Творцу. То есть дух — это какое-то связующее звено между нами, как существами, людьми, и между, как бы, не нашим вообще материальным миром. Например, смотрите, да, если мы возьмем зажимы, и вот возьмем нас как вот эту социальную единицу, она существует, она вот как бы в теле, нервная система, вот проводки идут. Если мы говорим там про глубинные какие-то вещи, аспекты, подсознание, вот оно, фасция, то есть оно выражено в физическом теле. Дух не имеет физического органа или физической такой части. Это уже не материальная единица. То есть дух не имеет материального носителя, то есть он никак не выражен в теле, он не проявлен в теле. Но дух оказывает самое непосредственное прямое влияние на нашу
глубинную психику. То есть это именно дух. Вот, допустим, смотрите, если мы возьмем одного человека и будем его там пытать, и вот он ничего так и не скажет. То есть вот это вот некая сила, которая будет ему позволять это сделать, вот это называется дух. То есть это не какое-то качество характера. Это не то, что типа вот этот человек упертый как бы, а у этого такой не упертый. Нет, дух это подвязано ближе к циферке, то есть к тому самому рейтингу воплощения здесь, что ты будешь делать. То есть невозможно, нет ни одного человека с высокой циферкой, у которого слабый дух. Нету просто, это физически невозможно, потому что для решения тотальной задачи в этом мире необходимо очень сильный дух. То есть это всегда, это факт. Дух это та сила, которая, возьмем два человека, даже может быть брат и брат, два брата в одной семье живут. Вот один человек превратиться в говно и в плохого человека, а другой человек просто в зажимного, но в хорошего. Вот что, как это работает? Как, по-вашему, это может быть без духа, без некоторой вот такой вот, что-то нематериальным, как некой надстройкой такой, некоторым явлением вообще не из нашего мира, которое позволяет при одинаковых условиях одному человеку стать говном, другому человеку не стать говном. Я могу видеть это прям в детях, вот я смотрю, там 4 года, этот человек уже маленький ребенок, еще совсем маленький, а я уже понимаю, что он плохой человек. А другого рядом там брат, может быть, или сестра, и я вижу, что как бы он замученный, да, там уже вот потухший такой, но человек хороший. То есть это все считывается с облика, с предъявительного иероглифа, с глаз и так далее. То есть вот это вот дух. Дух это получается некий вот этаж, да, если мы возьмем. И, соответственно, вот мы шли сверху, где идет вот эта физическая единица в социуме, потом вот эта глубинная психика, а потом тот самый дух. И то есть, получается, человек живет в социуме, вот если ему плохо, если его начинает вот ломать, то он так вот в таком порядке и ломается. То есть, начиная от физического тела образуются зажимы, это дальше влияет на социальное его поведение, дальше меняются его глубинные мотивы, психика и так далее, его потерянность. И дальше, если он настолько сильно испортился, что он доходит и портится его дух, вот здесь катастрофа. Главное всегда, вот чтобы дух не сгнил, потому что если дух сгнил, ничего нельзя уже с этим поделать. Ну, по крайней мере, в рамках какой-то психологии или снятия зажимов ты не исправишь эту всю штуку. Дух это, как бы, говорю, не телесная фигня, это вот как бы все, как фрукт. Если он испортился вот до самой глубины, ты уже не можешь его ни отмыть, ни отрезать гнилые кусочки, он сгнил, он просто испортился. Дальше уже только на перезагрузку. И поэтому очень часто бывает такая история, я вижу, что если у человека сгнил дух, то сколько бы ты бы ни снимал там зажимы, ни все это не делал, то есть он будет уже плохим человеком. Но еще чаще, это как бы все-таки редкость достаточно, 5-10%, но чаще бывает так, что дух в некоторой степени как бы поврежден, то есть надломлен, я бы сказал, надломлен. То есть, когда, прикинь, получается, тебя ломали вот так вот вглубь, и если это достаточно психологически глубоко, то это затрагивает уже вот этот вот этаж. То есть, этаж, ведь дух, он как бы связывает глубинную психику с душой. То есть, наше материальное с нематериальным. И вот любую вот это вот все, что связано с глубинной психикой и так далее, мы можем воздействовать на это все. То есть, у нас вот есть, даже у меня есть инструменты, какие-то другие, пусть не такие эффективные, но существуют. Но на дух напрямую как бы принято считать, что работает с ним вот религия и какие-то вот религиозные вещи, шаманские вещи, может быть, какие-то растения там, учителя и так далее. То есть в ту степь. То есть только то, что вот дух — это не материальный носитель, и воздействовать на дух можно только нематериальным носителем. Вот этой вот тонкой энергетикой, тонким тем. Вот, например, никто же не может понять, что происходит. Типа человек молился, и вот как-то так взмолился сильно, а у него там рак последней степени, он хренакс и исцелился. То есть физически ничего не происходило, произошел какой-то очень глубокий изменение в глубине, прям так, хлобысь. Или, например, бывают такие случаи тоже, что человек какой-то после жизненного опыта, после какой-то очень жизненной ситуации, вот что-то произошло, и он такой, бац, там, не знаю, выжил чудом в авиакатастрофе, и у него просто вот такой, бац, все переключилось четко, то есть вообще все, он как бы другим человеком как подменили. И вот это же не в характере, не в психике, это какой-то вот, как я говорю, это как рубильник, дух, это как некоторый рубильник, он прям хренакс. Все эти экраны, восприятия наши себя в мире, наши отношения с Творцом, с душой, это сразу все вместе включает в себя. То есть это как бы выбор, что ли, я не знаю, это вот либо у тебя дух, и он свободный, и он с Творцом, либо и так, и ты как бы вот там величина, либо ты там надломлен и в духе раб, понимаешь, это не в психике, ты можешь сколько угодно и бабки уже обладать, и всем, и подняться, но это дух, ты либо как бы принимаешь, что ты, скажем так, сын Творца, и ты реальная величина,
И тогда ты двигаешься от этого. То есть остальное это лишь инструменты для реализации в этом обществе. Но ты никакими реализациями, никакими инструментами не сможешь сделать именно вот ту самую суть, начинку. Это даже задумываться не надо. Вот ты как бы оказываешься в какой-то ситуации, и ты сразу же поступаешь так и только так. И никак иначе, потому что вот этот вот дух, он тебе не позволит никак по-другому сделать. Конечно, сломать можно каждого, но в целом, вот пока этот дух как стержень стальной такой будет, тебе не страшно ничего, никакие несложные испытания, никакие потери, ни решения, ничего. У тебя дух сильный. А если он там слабый, как соломинка, так тебе никакие вечно ни учителя, ни учения, ничего не помогут. То есть дух надо, вот его не прокачивать надо на уровне как какой-то мышцы или что-то, оно не качается так. Я же говорю, это тонкая субстанция, которая в моменте перещелкивает. А это выбором как бы твоим внутренним должно произойти. Внутренним. Но, чтобы прийти и добраться по-настоящему до духа, чтобы это был по-настоящему твой выбор, и чтобы это реально произошло, трансформация вот эта глубинная, глубиннейшая, то нужно одно из двух. Либо чтобы ты пережил что-то невероятное, какую-то там, не знаю, клиническую смерть, какую-то авиакатастрофу, там, где невероятное событие просто пронзит вот эти все зажимы, ограничения, все-все-все, и напрямую придет к твоему духу. И это тебя может шандарахнуть как током. И тогда это изменится. Но я не думаю, что кому-то по кайфу и по приколу вообще желает он оказаться в такой ситуации экстремальной, да, когда между жизнью и смертью, там, не знаю, между потерями близких и так далее. Это очень травмирующий опыт. Это как, знаешь, это как прыгнуть в воду, не умея плавать. Либо выплывешь, либо не выплывешь. То есть я всегда против такого радикализма. А вот второй путь, который самый непосредственно, почему я и веду к этому, и иду к этому, это именно через те этапы, про которые я и говорил. Сначала в социуме, от зажимов отмыл, от глубины психики отмыл. И когда ты такой, как зеркальный, как просто слеза ребенка, тогда ты просто это и видишь, и чувствуешь. У тебя такой коннект, такая интуиция, такое подключение к коллективному бессознательному. Ты настолько, как бы, это все ощущаешь, что тебе это уже элементарно. Ты, по крайней мере, понимаешь, каково оно, где. Чувствуешь, видишь, знаешь это направление, ты как бы чувствуешь эту связь. А про какой говорите вы дух или про какие учения, когда вы вообще просто даже физически не можете, не понимаете, не умеете даже жить, как дети, без денег, запутанные. Ну какой дух? Дух — это вершина развития человека, понимаешь? После духа только душа уже. То есть это как бы душа, это и по сути и есть частица Бога, воплощение уже, все. То есть, если дух принадлежит тебе, как посредник между Творцом и глубинной психикой, то душа — это уже даже не совсем тебе как бы принадлежит. Это уже Бог, разделенный на части, Творец, разделенный на части. Это уже не совсем твое. Твое — это вот то, что относится к материальному в эту сторону. А дух — это посередке, переходник. И чтобы перейти к этому переходнику, в любом случае нужно раскопать предыдущие пласты, шматы этого всего. По-другому все остальное — профанация, чушь. То есть надо всегда идти немножко в ногу со временем. С нашей точки зрения, ближе к ногу со временем идут растения-учителя. То есть это ближе, то есть как вот к переосознанию вот этого всего. Но, еще раз повторю, но дух — это глубоко. И когда ты идешь в эти учителя, получается, ты испытываешь этот опыт, потому что временно, как на уровне, вот смотри, допустим, ты выпил алкоголя чуть-чуть и перестал стесняться, понимаешь? То есть химическое вещество подействовало на тебя, и ты изменил свое поведение, изменил свое ощущение, изменилось все в моменте опьянения. Так вот, эти растения-учителя обладают такими же качествами. Просто они эту форточку нам не 6 часов, 7 часов, а как от водки ты опьяненный и меняешь свое сознание, а шире этот диапазон. Он типа меняется там на 2 недели, допустим, на 3 недели. То есть как бы что-то такое тонкое, непонятное изменилось в твоей голове. И ты по-другому видишь мир, по-другому чувствуешь мир. Ты как бы другой человек. А потом после 3 недель, когда заканчивается вот это состояние, вот этой тестовой демо-версии пробы, ты скатываешься обратно в то, что ты заслужил. То есть в предыдущий, в социальный слой первый и в глубинной психике. Растения, вот эти все учителя, они не работают ни с зажимами, они работают больше именно вот с этой вот, с духовной частью, ближе туда. Они как бы знают вот этот вот баланс. И они тебе лишь подсвечивают, показывают путь, что ты делаешь не так. Но ты и так прекрасно знаешь, что ты делаешь не так. Ты не можешь делать по-другому. В этом другой вопрос, понимаешь? А как люди реагируют на это? Очень приятно и хорошо жить, когда вот эти 2-3 недели демовые, после того, как ты прошел церемонию, а потом очень опять на такой разнице, тем более, прикинь, ты был в раю и падаешь опять в ад. Очень неприятно. И что логично происходит? Зацикливание этого процесса. То есть человек думает, что он еще не доработал, ему нужно в глубину. Он идет опять, и опять, и опять, и опять, а на самом деле, если перевести на язык вот правды и реализма, он просто хочет жить как бы в том состоянии. И со временем бывает всякое, 30, 40, 50,
церемоний. Просто человек делает их почти что нон-стопом, просто потому что ему нравится жить в том состоянии и не нравится жить здесь. Но на самом деле устойчивого эффекта нет. Краткосрочный и очень сильный. Я когда проходил ту же самую айваску, например, в моменте невероятное сознание, невероятная глубина, невероятные как бы изменения, все как бы подсвечивает карту. Но это тебе дано не для того, чтобы ты как бы изменился, а для того, чтобы ты подсветил карту, понял, что где, в какую сторону. Это не готовый результат, это как бы даже не удочка. Это просто тебе говорят, где можно ловить рыбу. Но если у тебя ты сам намутишь удочку и лодку и поедешь туда, тебе как бы подсвечивают, где существует озеро на карте, и ты как бы вот только вот в таком духе это все. Так как это все неуловимые вещи, они не физические, они тонкие, тончайшие. Ты даже не понимаешь, что у тебя в голове меняется. Вот ты сидишь в моменте, когда под этой темой, и у тебя вот в голове настолько все понятно и ясно. Ну просто, что друг Творца. Вот что вы сидите, просто пивко пьете и обсуждаете. То есть для тебя становится очевидно все вещи. То есть ты вообще просто отдаешь именно не на уровне, как я сейчас, ты меня спроси, я тебе отвечу. А ты на уровне какой-то вот мирозданческой сути все понимаешь. То есть для тебя даже слов не надо, насколько ты это все понимаешь. То есть ты и есть эта правда и истина. Ну, потому что это состояние не из нашего физического мира, они оттуда. А живем мы в физическом мире. То есть это не приспособленные знания, это не конвертируемые знания. Это наша операционная система нашего социума, мира и всего, она не считывает эти файлы. Ты не можешь запустить эту игру вот здесь. То есть это как бы просто тебе дали как бета-версию, чертеж такой, с которого ты должен построить сам в нашем мире реальность. А люди это не понимают, они не понимают вообще, как это все взаимодействовало одно с другим. Потому что они пропустили первые этажи, про которые я сказал вам. То, что делает Создатель 1 и Создатель 2. Да и черт с ним, это я же не за то топлю, чтобы Создатель 1, Создатель 2, приходите ко мне. Я вам просто рассказываю, как работает вообще эта вся суть. Я же не виноват, что нету аналогов, что зажимы больше не снимает никто в этом мире. И вот теперь, если мы вот так вот рассуждаем и понимаем, что существуют вот эти вот тонкие вещи, теперь вы понимаете, почему существуют такие вещи, скрипт-кассеты, и почему они не для всех, и почему я их не даю, и почему вообще люди к ним не готовы. И почему вообще они только исключительно после того, как ты прошел эти все ступени. Потому что скрипт-кассеты — это такой же переходник, который вот туда, вот к духу и к душе, и к коллективному бессознательному. То есть это как бы артефакт не совсем из нашего физического мира. То есть он выражен носителем в нашем физическом мире, но работает не по физическим, не по химическим законам, а вот по вот этим вот непосредственно тонким. И получается, ты благодаря этому можешь точно так же, как вот эти вот психоделики и различные вещи, только гораздо безопаснее и вообще без побочек и без ничего, ты можешь уходить туда, вот в эти вещи. Ты можешь копаться там тоненько, как хирург правильно подрезая то, что тебе нужно. Но если ты просто, не в обиду будет сказано, но у тебя там, не знаю, 25 тысяч зарплата рублей, если ты просто живешь в коммуналке, если у тебя там, весь бордель мира этого, который только может быть, вся грязь, вся нелепость, все зажимы, все низовочные проявления есть, то про какой мы говорим вот эти тонкие материи, когда тебе нужно, вот прям с этого же низа выбираться, с низа, то есть начиная от зажимов, от вот этой глубины психики, вот туда в развитие, это, допустим, на музыкальном инструменте играть. Сначала ты играешь какие-то легкие мелодии, типа а-ля «В траве сидел кузнечик», потом ты начинаешь по нотам играть какие-то более-менее серьезные произведения, потом ты играешь уже крутейшие произведения, и только потом ты можешь на ходу создавать музыку. Вот скрип-кассета — это на ходу создавать вот эту вот реальность. То есть у меня есть прям видео на канале, которые рассказывают ступени даже внутри самих кассет, что ты там можешь делать и на какие этапы выходить. Но в целом, как бы это уже как минимум для человека, который снял зажимы, ибо это очень непонятно и глупо, как вообще можно рассчитывать. Если твой инструмент не работает, как ты через него хочешь вообще работать с кассетами, если даже твой банально физический костюм вот этот вот не работает, тело твое не работает. И идем дальше, смотрите. Так как мы поняли, да, вот эту вот всю развитие ступеней, начиная от физического тела, социума, глубинная психика, дух и так далее, то сразу же вы должны понимать, что любой человек, который, не пройдя вот эти вот предыдущие пути, сразу же пытается вас обдурачить про дух, он автоматически либо мошенник, либо сам просто недалекий человек. Что это означает? Это означает, что, простыми словами перевожу на простые слова, что человек, не обладающий деньгами, не может обладать духом. Но человек, обладающий деньгами, не факт, что им обладает. То есть я имею в виду, что невозможно прийти к развитию, игнорируя социальный успех и так далее. Потому что это напрямую связано одно с другим, так как когда ты не успешен в социуме, это значит, что у тебя как бы неправильно файлы в голове стоят.
а, соответственно, ты неадекватен реальности, ты неадекватен реализму. То есть ты, скажем так, бредишь в своей голове. Это значит, что если какой-нибудь человек там выдвигается на роль учителя, или какой-нибудь там индус-вонючка вот это вот рассказывает, вот это все, что он там постиг или познал, это он как бы постиг, познал на уровне, то, что Король называет своих вот этих вот низких частот, скажем так. То есть для этого немножко, да, нужно копнуть вот как бы в сторону частот и понимания, как у Короля. То есть суть заключается в том, что мы как бы живем в разных уровнях, в разных вибрациях, в разных частотах вообще нашего мира, и, соответственно, если ты на низкой частоте, то тебе просто и в голову придут низкие мысли, и вообще, как бы, тебе будет казаться, что это супер круто, но это будет супер круто для людей, которые находятся на этом же низком уровне. А так как, получается, все большие, успешные люди, которые создают что-то, они автоматически за это получают огромные, как бы, возвращения от общества, потому что ты создал что-то гениальное, великое, ты не можешь при этом быть бедным, потому что автоматически ты создал то, что меняет суть людей, жизни людей, то есть автоматически ты получаешь за это вознаграждение огромное. Это закономерность, то есть нужно это тоже понимать. Другой вопрос, что когда человек, например, ну, как известный факт, что когда человек становится, например, уже миллиардером, он уже настолько всем доказал, что он может прийти как бы в шортах, понимаешь, там, или там каких-то спортивных штанах, как ему удобно. Но это работает только в том случае, когда ты миллиардер и ты доказал. А когда ты вообще ничего не имел, никогда не имел и просто говоришь, мне это неинтересно, так это не работает. Это вот одна из таких закономерностей. То есть всегда сильному настоящему духу должны сопутствовать успех, в том числе социальный, гармоничное развитие человека, то есть это что включает? Приятная внешность, следение за стилем, то есть он должен быть приятный, прям симпатичный, он должен прям быть располагать, он должен прям вот быть классным человеком, интересным, манящим, магнитиком, он не может быть каким-то таким, ну, смотришь и просто, ну, неприятно просто взглянуть, а он типа такой философ-мудрец. Нет, это вот это отражение внешнее, это бардак в каких-то определенных частях его мозгов, то есть он может быть в каком-то кусочке даже действительно мудрый и умный, а в целом вот как бы во всем, вот если вот такое у него неряшливая какая-нибудь там борода, еще что-то, такие вещи, но это все, это вонючка, как говорит Король, опять же, то есть это факт. Второй момент. У человека, если сгнил дух, он не может быть хорошим человеком. Понимаешь, автоматически, то есть вот эта вот суть, если она там вот прогнившая, то чтобы он уже дальше как бы не снимал, не работал, не косил, как бы он там не занимался с психологами, с кем угодно, у него вот эта вот суть сгнила. Но наоборот, соответственно, человека, у которого не сгнил дух, это не означает, что он вот в этих первых двух этажах успешный, адекватный и так далее. То есть это как раз очень часто распространенное явление, когда человек в душе еще своей, вот это в духе, он еще там хороший, но проявление у него вот сверху вот это вот, там где зажимы, там где вот эта глубинная психика, там полный бардак. И получается, что человек в душе как бы чистый, потенциал у него высокий, циферка высокая, а в моменте реализация очень низкая. То есть одно не гарантирует другое. Вот, кстати, в том числе прекрасный пример, вот тот же самый Александр Король, которого я уже сколько раз повторил. Вот этот человек, он, конечно, бы послал бы меня нахер, и он вообще как бы в этом вопросе очень категоричный, он вообще не верит ни во что и думает, что только вот какие-то его понимания мира верные. Но я хочу сказать, вот именно как я понимаю, как человек, как по зажимам, по всем этим явлениям, что это как раз-таки очень высокая циферка, это очень настоящий чистый дух и очень сильно зажимы. И вот получается вот в итоге вот такое вот проявление очень, ну, как это называется, противоречивое. То есть, когда реально с одной стороны бам, все круто, 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 а потом такая просто херня. И это все уживается в таком коктейле, в миксе. Вот, ну, таких я людей, не только его одного знаю, я знаю таких людей, которые в каких-то явлениях дадут просто мне фору в чистоте, в каких-то там, в любви, вот в каких-то глубине, в истинной хорошести, да, вот в истинной какой-то от Творца вот этой искре, и при этом они могут, ну, такого дать обосраться просто невероятные, такие какие-то вещи не по реализму, и такое вот это бардак устроить, что как бы это вот так. И обычно в жизни именно как раз так и бывает. Потому что если человек совсем гнилой, и у него дух сгнил, то, ну, 100% тот человек, который сейчас это слышит, это не он. Потому что человек, у которого сгнил дух, он просто взглянет или услышит одну минуту то, что я говорю, и сразу закроет. То есть таких людей не интересует то, о чем я сейчас говорю. В любом случае, это как раз гарантия того, что если вы это слышите, если вы это здесь, то у вас как минимум искорка какая-то есть 100%, и вы по-любому еще на плаву. Другой вопрос, что дух, он так же, как фрукт, может, вот, получается, сгнить, и тогда его надо уже только выбрасывать. То, что называется, Горбатова могила исправит. Либо он может как бы надпортиться. То есть, условно говоря, он может получить травму.
когда вы вот по пути вот этих этажей, начиная от социума в психику глубинную, и когда вот это настолько вот вас давит, вы настолько теряетесь, настолько перестаете верить в себе, что вы как бы забываете вообще на уровне связи, забываете, что вы с Творцом какое-то имеете общее звено, вообще забываете, что вы являетесь величина, не то в плане как гордыня, что я, ебать, такой великий человек, нет, а в том плане, что вот такому человеку, например, никогда, вот с настоящим сильным духом, ему никогда, например, в голову не придет то, что называется «они». Когда он спросит меня там или где-то, а откуда ты там прочитал, откуда ты это узнал. То есть, понимаешь, у человека, у которого сильный дух, он верит и понимает, что он тоже может это создать. А человека, у которого он потух, и который как бы в душе уже своей внутри ментальности раб, у него физически как бы в мироздании, в его шаблонах, в мыслях, в голове, он не может поверить и понять, что вот можно что-то создать в этом мире, можно изменить что-то в этом мире. Именно вера в себя у него тухнет. А вера в себя и уверенность в себе — это две разных вещи. Люди это путают. Уверенность в себе — это социальная штука из первого этажа, из первого пласта. То есть это именно в социуме взаимоотношения. Уверенность в себе — это там, хоп, ты такой, типа, знаешь, что ты нравишься, там, можешь подойти, отказать, не отказать, познакомиться. Вот это уверенность в себе. И это ничего общего не имеет. Можно быть неуверенным в себе относительно, но с сильной верой в себя. Или наоборот, можно быть уверенным в себе и такой, типа, весь это, а на самом деле внутри не верить в себя. И быть как бы вот просто потухшим и вечно искать какую-то опору, вечно искать какого-то вот учителя и так далее, и так далее. Вот это называется вера в себя. И получается, у человека, у которого пострадал дух, у него автоматически всегда будет страдать вера в себя. Всегда, потому что это и есть проявление. И если уверенность в себе, оно как бы прям носит в себе носитель, вот оно такое-то, и ее можно натренировать. Вот в чем отличается, понимаете? На первом этаже все можно натренировать, потому что это социальный этаж. Можно пройти курсы, можно стать оратором, можно стать актером, можно все, можно сделать вид себя успешным, уверенным, классным. Но большая разница, то, что когда ты снимаешь зажимы, ты такой есть, ты не кажешься, а есть. И это так легко, это так магнетично, это так харизматично, потому что это ты по-настоящему, ты легко. А если ты это в натяжку, то это как бы люди, кто свободный, они это чувствуют. Для лохов пройдет, лох поверит, что ты уверенный. А как бы человек, который по-настоящему, он никогда в жизни не поверит. А вот натренировать веру в себя невозможно. Потому что вера в себя — это не какое-то упражнение. И никакой аутотренинг в это тоже не поможет. То есть вера в себя, она придет тогда, когда ты вот рубильник начнешь переключать в своей голове. Когда ты вот через очищение предыдущих слоев и проработку предыдущих этих слоев зажимов глубинной психики у тебя высвободится энергия, высвободится тараканы, уйдут, все это уйдет, и ты останешься как бы вот с собой. Также веру в себя аккумулируют, например, такие вещи, как ты уже прошел, вот снял зажимы, снял глубинную психику и начинаешь проявляться в этом мире. То есть ты начинаешь делать реальные шаги в сторону себя настоящего, в сторону как бы своего предназначения. И по пути ты будешь как бы аккумулировать, генерировать это все. Потому что вот моя вера в себя, она же не просто там где-то всегда была со мной или нет. Она приходит по факту того, что ты идешь по своему пути, и в определенный момент ты просто не можешь игнорировать тот факт, потому что вокруг тебя реальность показывает о том, что ты создал вот эти гениальные вещи, и ты как бы сам уже, как бы ты ни хотел упираться, ты просто видишь это своими глазами и трогаешь своими руками. И здесь уже тебе не нужны никакие уговоры и никакие проработки, никакие упражнения, потому что ты же не какой-то придурок сумасшедший. Ты видишь это все, ты чувствуешь это все, ты можешь потрогать. У тебя обратная связь от людей, от всего. И все, оно приходит автоматически в взаимоотношениях с миром, с людьми и так далее. Поэтому, да, дух — это очень глубокая тема, это ступень самая высшая, это ступень, куда я сейчас иду, где я сейчас нахожусь, где я сейчас прорабатываю. Дух — это все, это вот как бы величина человека зависит именно от его духа. Ты воспринимаешь великим человеком или нет, оставит он след в истории или нет, вот от его духа, насколько он, во-первых, изначально как сила, как циферку имеет, да, насколько он изначально сильный, и насколько человек его смог не потерять, не раздавить, не дать его травмировать, насколько он смог вот вопреки обстоятельствам это все донести до людей. Как огонь, как Прометей, знаешь, огнем поделился, и вот дух — это вот такая штука, это вот эта вот энергия, которой как бы делиться ты можешь. И вообще чуть-чуть вот еще у меня есть немножечко такая, сомнительная штука, которую я не утверждаю, но у меня есть мысль и версия, что как раз так называемые сущности и вот все такое, вот как бы демоны, вот эти вот всякие лярвы, все, что вот называется из вот этого как бы потустороннего, на самом деле это работает чуть по-другому, но вот пусть будет так называться. Вот это все присасывается именно к духу.
Даже какой-нибудь алкоголь и алкоголик — это человек именно со сломленным духом. То есть даже не психик. Он в психике... Какая психика? У него все заебись. Он может быть успешный, миллионером. У него все, да, ну чуть больше раздражителей, чуть больше то. В социуме может быть абсолютно успешная единица. А вот именно вот эта вот чистота, вот эта вот натуральность его, вот это его вот каким он был человеком, он прям как сгнил и стал говном. Успешно в социуме мог остаться тем же самым. На внешность еще даже не деградировал. А вот именно дух у него сгнил. А, соответственно, практически всегда, если у человека есть какой-то вот такой порок страшный, типа алкоголь, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, это в любом случае совокупность определенной вот этой сущности, энергетики. То есть просто мы не хотим углубляться сюда, и об этом не принято говорить. Но это не просто какая-то привычка и не просто биохимия. Это в любом случае определенного рода присоска, которая существует на энергетическом плане, на тонком плане. Люди, кто умеют это чувствовать, понимать, изгонять, это все имеет место быть, ребята. Но, опять же, работать надо, я считаю, все равно со всех этапов одновременно. Если вы хотите избавиться от чего-то, например, от алкогольной зависимости, то просто изгнав и не изменив предыдущие этажи, как случилось, так и обратно случится. Потому что нужны изменения тотальные на всех этажах. А так как дух — это последний этаж, то это уже самая высшая ступень и в последнюю очередь. А главное — социум, главное — как ты в этом социуме находишься, осознать, где ты, кто ты, как ты, свою миссию, все-все-все. А для этого это все невозможно без снятия зажимов и без глубинного понимания, без вот этого всего. Вот так вот поговорили мы, поэтому... Думаю, что в каком-то смысле это очень полезно, даже не то, что в каком-то смысле, это супер полезно, а в каком-то смысле я думаю, что стоит это продолжать. И периодически я буду для своих в закрытых вот потоках и так далее публиковать такого подобного рода видео для людей, которые уже здесь что-то потрогали, поняли, которые уже имеют опыт снятия зажимов и как это влияет, у которых есть доверие к моим словам и понимание, что я не какой-то шизик, который загоняет чушь, а абсолютно реалистичный человек, дай бог каждому. Вот для них это будет супер полезно, и такие видео они перепрошивают, они открывают карту, они и создают, в принципе, вот какой-то новый план, новый масштаб.